27 января 1944 года с Ленинграда была полностью снята блокада, и этот день мы вспоминаем как одну из самых значительных дат в истории нашей страны. Среди участников тех событий, кому довелось пережить все ужасы войны, были и будущие знаменитости советской сцены. Всю войну провела в Ленинграде будущая Золушка Нина Жеймо. Актриса не только выступала с фронтовой бригадой в Ленинграде и его окрестностях, но и состояла в истребительном батальоне, тушила зажигательные бомбы, дежурила на крышах. Актриса наравне со всеми получала 125 грамм хлеба в сутки в самые тяжелые дни блокады, но оптимизм никогда не покидал ее. Она находила в себе силы даже шутить, говоря о том, что ей как актрисе очень полезно худеть. Звездный час для Нины Болеславовны наступил в 1947 году, когда она сыграет главную роль в фильме «Золушка». Также все 4 года блокады провела в Ленинграде Алиса Фрейндлих, будущая народная артистка Советского Союза. Своим спасением она была обязана своей бабушке Шарлотте, которая с немецкой пунктуальностью выдавала детям по крохотной дольке хлеба от скудного пайка. В доме всегда был кипяток, и семья имела возможность пить чай из корицы. Кроме того, делали студень из столярного клея, который был настоящим лакомством в условиях блокады. Чудом спаслась от смерти 15-летняя Галина Вишневская. После смерти бабушки она осталась одна. Опухшую от голода девушку нашла спецбригада, которая ходила по квартирам, чтобы забирать покойников. Двери были не заперты, и вошедшие люди смогли войти и забрать ее в больницу. Встав на ноги, Галина Вишневская поступила в военный джаз-оркестр и выступала на фронтовых концертах вплоть до окончания войны. Звезда фильма «Солдат Иван Бровкин» Леонид Харитонов пережил тяготы блокады вместе со своим младшим братом Виктором Харитоновым. В 1941 году братьям было 11 и 4 года. Виктор Харитонов вспоминал, что один раз, измучившись от голода, братья даже съели мыло, из-за чего у Леонида позже развилась язва, которая мучила актера всю жизнь. Валентине Леонтьевой, будущей телеведущей, было 18 лет, когда началась блокада. Вместе с родителями девушка оставалась в осажденном Ленинграде. Она пошла работать в санитарную дружину, чтобы помогать раненым и больным. Отец Валентины сдавал кровь, чтобы получить дополнительный паёк для семьи. Однажды, разбирая мебель на дрова, мужчина повредил руку. Началось заражение крови. Он умер в больнице. В 1942 году, когда открыли дорогу жизни, семье удалось уехать из Ленинграда. Актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной было 3 года, когда началась война. Ее семья жила в тяжелых условиях переполненной коммуналки. Лидия Николаевна ничего не запомнила из тех событий. Их семье из 4 человек удалось выжить и даже дождаться с войны главу семейства, фронтовика Николая Федосеева. В тяжелые годы блокады осажденный Ленинград в числе других бойцов защищал Юрий Владимирович Никулин. Военных снабжали продуктами немногим лучше, чем гражданское население. О том, насколько сильным был голод, свидетельствует следующий факт. Никулин вспоминал, что на Новый год к ним на батарею приехали артисты. Бойцы обрадовались, но вместе с тем и насторожились, боясь, что придется кормить артистов. Один из руководителей бригады самодеятельности подошел к Никулину и сказал: «Ребята, ведь у вас есть винтовки, подстрелите для нас ворону, я сварю из нее суп». Бойцы объяснили артисту, что ворон давно уже не осталось, их всех перебили. Со дня полного освобождения Ленинграда прошло 78 лет, но еще живы люди, которые помнят жестокие дни блокады и знают цену куску хлеба.